Игорь Крутой является одним из самых уважаемых деятелей искусства в России. Он давно доказал, что может сочинять как молодежные композиции, так и лиричные хиты о любви. Композитор уже много лет живет на 3 страны – Россию, США и Францию. И признается, что ему так вполне комфортно. В Штатах большую часть времени проводит его супруга Ольга и младшая дочь Саша, которых Игорь Яковлевич регулярно навещает, в Монако у семьи своего рода дача. А в Москве Крутой ведет дело. Главное из них сейчас – премия «Виктория», которая состоялась в Кремле 7 декабря. Композитор стал одним из соучредителей проекта и не раз признавался, что музыка – уже много лет его главное призвание. Она – моя вечная любовь. И расслабляет, и будоражит, и каждый раз открывает новые горизонты, говорит стар-хиту Игорь Яковлевич. Много слушаю, смотрю молодых артистов. На новую волну приглашаем абсолютно разножанровых исполнителей. И Аллегрову, и Темникову, и Басту, и Баскова, и Тимати, и Федука. Что-то мне нравится, что-то не очень. Но я всегда с интересом слежу, как меняется современная музыкальная индустрия. А для души дома включаю классику. Как оказалось, Крутой спокойно и с пониманием относится к современной тенденции пробивать себе дорогу на большую сцену с помощью спекуляции на личной жизни. Это часть шоу-бизнеса, причем не только у нас, а во всем мире, продолжает композитор. Если скандал помогает артистам продвинуть творчество на новый уровень, то отлично. Таким образом они находят своих поклонников намного быстрее, чем без сомнительной славы. Игорь Яковлевич, как и все 500 академиков, участвовал в закрытом голосовании на сайте премии, по итогам которого были объявлены победители почти в 20 номинациях. К своим обязанностям композитор относится максимально внимательно, ведь от его выбора зависит судьба сразу нескольких молодых артистов. Разумеется, у музыканта были фавориты, за интересы которых он искренне переживал. Для меня дебют и открытие года – это казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, признается Крутой. В этом году я приглашал его на свой фестиваль в Сочи, где он триумфально выступил. Но кто станет лучшим в этой категории на премии, решал не я. Следующий год для Игоря Яковлевича будет юбилейным. Композитор отметит 65-й день рождения несколькими большими концертами и туром по Европе и Америке. Также он планирует сделать что-то совместное с Аллой Пугачевой, которая в апреле 2019-го празднует 70-летие. Мы с ней давно дружим, причем в наших отношениях были разные периоды, признается Крутой. У любого яркого, талантливого человека непростой характер. Алла волевая, сильная, гениальная личность. Я надеюсь, получится снова поработать в тандеме, но об этом пока еще рано говорить. Так что ждите. Стоит отметить, что недавно Алла Борисовна посетила сразу 2 мероприятия, организованных семьей композитора. Так, сначала примадонна побывала на дне рождения внука Крутого, а потом появилась и на юбилее его супруги.
Сама Пугачева отзывается о музыканте с исключительной теплотой, ведь среди друзей артистка давно известна проницательностью, и в свой близкий круг она допускает лишь людей искренних и преданных искусству.